В маленьком домике на окраине оживленного городка жили мальчик по имени Джеффри и его верный бульдог по кличке Сэмми. Эти двое стали неразлучными с самого рождения. Джеффри появился на свет всего за 5 минут до своего четвероногого друга. И этот удивительный факт был лишь одним из множества, способствующих образованию особой связи между ними. Их жизнь, наполненная яркими моментами, была полна веселья, смеха и открытий, которые они разделяли вдвоем, создавая совместные воспоминания на протяжении долгого времени. Каждый день для них был настоящим приключением, где каждое мгновение становилось неотъемлемой частью их дружбы. Став подругами на века, Джеффри и Сэмми проводили почти все моменты своей жизни вместе. Они делили радости и печали, и каждая мелочь в их повседневной жизни была связана между собой. Лора, мама Джеффри, была заботливой матерью, которая всегда следила, чтобы ни один из них не чувствовал себя забытым или обделенным вниманием. Она старалась обеспечить каждого новыми игрушками и всем необходимым для счастливого детства, ведь понимала, что их дружба — это не только игра, но и важный аспект их жизни. Через ее нежное внимание Джеффри и Сэмми чувствовали себя любимыми, и поэтому каждый день начинался с улыбки и радостного ожидания интересных событий. Как типичные близнецы, они чувствовали друг друга даже на расстоянии, и именно этим маленький бульдог удивил свою хозяйку в тот день, когда его поведение стало настораживающим и непредсказуемым. На улице светило яркое солнце, и вокруг раздавались звуки праздника. Кто-то вдалеке запускал фейерверки, а дети весело играли в мяч, мешая своим смехом общей атмосферой. Джеффри и Сэмми веселились в гостиной, когда вдруг произошло нечто странное и незабываемое. Неожиданно Сэмми, который обычно отличался спокойствием и добродушием, начал носиться по комнате, задорно размахивая хвостом. Он играл так, будто что-то его всерьез беспокоило. Мальчик, наблюдая за своим пушистым другом, улыбался, но вскоре и его улыбка исчезла, когда Сэмми вдруг присел и, глядя на Джеффри, начал громко лаять, требуя внимания. «Сэмми, что с тобой?» — воскликнула Лора, вскочив с дивана и бросившись в сторону, пытаясь понять, что же происходит. Она в тот момент совершенно не подозревала, что за этой фурией кроется нечто большее и действительно важное. Вскоре ее беспокойство сменилось сильным недоумением. Сэмми, обычно спокойный и уравновешенный бульдог, был взбудоражен до такой степени, что именно это пугало Лору. Она не могла понять, что могло бы спровоцировать такое поведение у их милого любимца. Лора понимала, что нужно что-то делать, чтобы разобраться в случившемся, и решила пойти за ним, оставив на время свои мысли о празднике за окном. Несмотря на свои переживания, Лора решила успокоиться и вернуться к дивану. Она бесшумно вскипятила воду для своей чашки чая и попыталась сосредоточиться на экране телевизора. Однако это продолжалось недолго, и вскоре ее внимание снова привлек шум, исходящий от сына. Она кинула взгляд в сторону гостиной, и ее ожидания были опровергнуты. Она вновь не могла найти Джеффри. По всей комнате разлетались игрушки, разосланы были коврики, а книжные полки рассыпались в беспорядке, словно кто-то перевернул всю обстановку. Это было похоже на настоящий хаос, в котором ее сердце вдруг замирало от отчаяния. Где ее малыш? Как она могла быть такой невнимательной, ведь забота о Джеффри была ее приоритетом? С каждым мгновением ее страх только усиливался, и она быстро направилась на кухню, надеясь, что Джеффри просто заиграл и не исчез слишком далеко. Но вдруг ее внимание привлекло странное движение. Сильные колебания папоротника на кухонном острове привлекли ее взгляд, а животное, внутри которого жила вся эта давящая тревога, позволило себе забеспокоиться. «Кто здесь? Где мой ребенок?» — спросила она на повышенных тонах, подойдя ближе к растению. Она медленно выглянула из-за угла, не веря в свои глаза, и тогда увидела то,
о чем ее сердце тревожилось почти всю секунду. Джеффри, смеясь, пытался спрятаться за большим горшком с папоротником, а его маленькие ручки ловко раздвигали листья. Лора вздохнула с огромным облегчением и радостью. Как же здорово видеть своего сына, но при этом она не могла объяснить задание по спасению своего малыша. Почему он не остался на месте? Вероятно, именно эта ситуация подтолкнула Лору к мысли о том, чтобы посмотреть на их отношения с новой точки зрения. Джеффри вновь оказался на ковре, и Лора решила установить камеру, чтобы выяснить, что же действительно происходило между двумя близнецами. Она вернулась к законсервированной чашке чая на столе и, открыв свой ноутбук, уселась с надеждой, полными ожиданием перед экраном. Спустя некоторое время Лора заметила, что Сэмми снова начал лаять. На этот раз его лай звучал полным восторга и призыва. Девушка с волнением следила за экраном, пока верный пес становился центром всех событий, шутя и играя, словно звал Лору, призывая ее, чтобы та собственными глазами увидела это невероятное зрелище. Сэмми начал ярко вилять хвостом, а Лора смотрела с восхищением, осознавая, что это был момент, когда ее маленький сын начинает вставать на ноги. Джеффри, опираясь на мягкий ковер, вытянул одну ногу за другой, делая свои первые шаги. Он покачивался, но его старания были вдохновляющими и полными надежды. Каждый шаг, который делал Джеффри, стал символом их дружбы, поддержки и совместного роста, и это просто не могло не вызывать у Лоры слез радости. Сэмми был не только собакой, но и верным другом, который учил Джеффри, как жить и любить в этом большой и сложном мире, окруженном целым рядом возможностей. Когда Лора смотрела, как Джеффри, покачиваясь, делает свои первые шаги, ее сердце наполнилось счастьем, как будто она могла чувствовать то же самое по отношению к своему сыну. Она знала, что эта привязанность, эта дружба была важной частью жизни их маленькой семьи. Сэмми и Джеффри продолжали расти, и с каждым днем их связь становилась все более заметной и прочной. Их совместные приключения становились настоящими открытиями для обоих. Они исследовали мир вместе, удовлетворяя свое детское любопытство и жажду сделать что-то новое каждый день. Лора напоминала себе, что такие моменты нужно сохранять в своем сердце, беря их с собой в будущее и храня в памяти для будущих воспоминаний. Она понимала, что каждый смех и каждая радость, будь то беседа с соседом или игра рядом с фонтаном, становились частицей их жизни, которая будет жить вечно. Прошло время, и наступило утро первой прогулки в детский сад для Джеффри. Волнение наполняло их дом, а тени лесного парка и оживленных улиц не отпускали мальчика, украшая каждый миг. Он оделся с неописуемым восторгом, но прежде чем мама смогла его вывести, он заглянул на задний двор через окно, словно в поисках своего друга. «Сэмми, ты будешь охранять меня в детском саду?» — спросил он, оборачиваясь к своему верному другу, и его глаза искрились надеждой. Сэмми лаял в ответ, словно уверяя его в том, что он всегда будет рядом, как настоящий друг, защитник и преданный спутник. Джеффри смотрел на него с восхищением, а верный пес с наклонившейся головой, казалось, понимал важность этого момента для их дружбы. Они дружили так долго, и каждая секунда была полна счастья. Когда они пересекли порог детского сада, Сэмми остался ждать снаружи, но его мягкие глаза словно говорили, что он всегда будет с ним, даже если они сейчас разлучены. Джеффри, чувствуя поддержку своего друга, пошел вперед, уверенный и спокойный, даже несмотря на свои неуверенности. Прошло множество дней и множество шагов, и с каждым новым шагом Джеффри рос, не забывая об этой безграничной дружбе и любви. Каждый день приносил новые приключения и испытания, но Джеффри знал, что дорога к успеху ведет с поддержкой Сэмми, и это не просто жизнь каждый день, а совместные исследования,
вечный смех и бесконечная радость, о которых они всегда мечтали. Играя каждый день на всем веселом потоке, их искренние узы продолжали углубляться только в зависимости от того, как они пересекали смешное, неизвестное вместе, распространяя свою дружбу на все окружающее. От беззаботных прогулок в парке до забавных затеев с соседскими детьми Джеффри и Сэмми открывали для себя новые горизонты. В каждом дне они находили что-то удивительное и новое, и среди всех этих молодых сердец, которые плясали и смеялись, Лора лишь смотрела с нежностью, осознавая, что доверие и любовь — это основа их маленькой дружной семьи. В каждом взмахе хвоста, в каждом забавном взгляде на мир они чувствовали поддержку друг друга, и это сделало их дружбу доказательством неприходящей силы любви, которая преодолевает любые преграды. С каждым новым шагом они больше узнавали друг о друге. Будущее ждет их с многочисленными возможностями и приключениями, и благодаря своей преданности маленькие сердца были готовы к этому. Лора с нетерпением ждала каждого нового дня, зная, что Джеффри и Сэмми впереди ждет множество невероятных событий, которые они смогут разделить. Их дружба была бескрайним источником счастья, который будет вдохновлять их на долгие годы, постоянным напоминанием о том, что рядом всегда найдется тот, кто поддержит, поднимет на ноги и напомнит, что жизнь — это удивительное путешествие вместе.